Друзья, всем привет! Сегодня третий день моей прокачки стойки на руках на ремнях. По состоянию сегодняшнюю тренировку я постараюсь построить таким образом. О, кислая вишня такая! Сегодняшнюю тренировку я постараюсь построить таким образом, чтобы максимально хорошо прокачать этот элемент. Для этого буду использовать при первых подходах большую нагрузку. Приблизительно, по моим расчетам, я думаю, я потяну и буду выполнять в одном подходе 5 раз, 5 стоек на руках. Поскольку предыдущий вчерашний день я пропустил, я думаю, моя шутка понятна, да, почему я пропустил. Потому что я тренируюсь на даче, пока дохожу до тренировки, через различные всякие вкусняшки, и пока дохожу туда, у меня отпадает желание тренироваться. Конечно, я думаю, вы мою шутку поймете. Так что получается, что вчерашний день я пропустил, потому что у меня после 7-дневного отдыха я очень сильно себе в первый день нагрузил. 10 подходов по 3 раза. Отлично меня нагрузили. И у меня получилось прокачать, скажем так, что практически 10 подходов я выполнил хорошо. Но единственное, последние 3 подхода я выполнял коряво, кое-как, не чисто. Но все-таки выполнил 10 подходов. И поэтому я заметил такую тенденцию, что если я прокачиваюсь на свежие силы, и у меня получается при первых подходах, пока мышцы отдохнувшие, я выполняю больше раз, чем в последних подходах, независимо от того, какая у меня форма. То есть пока свежие мышцы, я могу выполнить больше подходов. Поэтому при первых 2 подходах, хотя бы при первом подходе, я сегодня буду выполнять 5 подходов, а последующие по 3 раза. Я думаю, такая нагрузка будет хорошо меня нагружать и будет какой-то прогресс. Поэтому сегодняшнюю тренировку я построю сначала с правильного питания. Вы уже видели, с какого, с витамина С, так чтобы себя чуть-чуть подбодрить и настроиться на тренировку. И последующие элементы, последующие подходы буду выполнять. Первый подход 5 раз и последующие 9 по 3 раза в одном подходе. Также хочу отметить, что после 7-дневного моего отдыха мои физические возможности на ремнях потеряли форму. И в первый день, когда я начал прокачиваться, набирать форму, мышцы очень сильно нагрузились. И придя на второй день на тренировку, скажем так, что организм требовал выходного. И поэтому я просто пропустил этот день. И сегодня опять после очередного отдыха начинаю следующий день прокачки стойки на ремнях. Я думаю, что сегодня должно получиться опять на свежие силы, отдохнувшим. Какой-то результат уже будет. Так что, в общем, начинаю сегодняшнюю прокачку. Первый подход 5 раз. По первому подходу все отлично. Единственное, следующие подходы буду прокачивать в олимпийке, так чтобы руки не натирали ремни. Поэтому для тренировок буду использовать олимпийку. А по подходу, по ощущениям, достаточно все нормально. Есть уже небольшой прогресс, будем говорить так, потому что позавчерашний день я выполнял 3 по 3. Сейчас я выполнил 5 подходов. Последний подход чуть-чуть там не дотянул, но будем говорить так, что смело 5 раз я могу выйти. А цель, конечно же, на 7-й день прокачаться до 10 раз. Посмотрим, что получится. 5 раз тоже хороший результат, чтобы был хороший запас при выполнении этого элемента в номере, запас силы. И поэтому, если я буду выполнять 10 раз, то 1 раз для меня в связке не будет, будем говорить так, энергозатратным. Конечно, будет тяжело, поскольку в номере может быть использование 10 элементов или висеть на протяжении 4 минут на ремнях, и мышцы должны к этому быть подготовлены, потому что провисеть 4 минуты постоянной нагрузки, выполняя достаточно сложные элементы, не так уже легко, и для этого, конечно же, нужна подготовка. И поэтому я так и рассчитываю, чтобы прокачивать с таким запасом элементы, чтобы потом при нагрузках я выдерживал и тянул эти все элементы. Поэтому сегодняшнюю прокачку построю так, как и говорил.
Первый подход 5 раз, остальные по 3 и так до 10. Второй подход с выполнением 3 раза получился достаточно легко. Можно было выполнять 5 раз. Но все-таки не буду сильно себя нагружать, так чтобы завтра опять не пропускать тренировку. И сегодня, так как будем говорить, все-таки без лишних нагрузок прокачают, так как и задумывал, по 3 раза остальные подходы. Ну и также хочу отметить, что прокачка этого элемента пригодится мне для того, чтобы использовать и быстрее научиться вспомнить следующий элемент. Это намотку на ремнях, которую по принципу также здесь, как я выхожу в стойку, там только я буду не оставаться в стойке, а наматываться на ремнях. Ну, обязательно в следующих выпусках я этот элемент буду разучивать, и это будет как база, подготовительный элемент для следующего не менее сложного элемента. Так что, в общем, друзья, увидимся в следующем выпуске.